Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. После вступления Польши и стран Балтии в Европейский Союз Германия годами жила за счет рабочих из Восточной Европы. Стройки, уход за пожилыми, заводы. Но сейчас пошел обратный процесс, все больше людей возвращается домой. Зарплаты у них выросли, жилье дешевле, а в Германии аренда и налоги седают доход. Для Германии, где уже не хватает персонала, это прямой сигнал, что привычный приток рабочих рук внутри Европейского Союза начинает заканчиваться. Так к чему же это все приведет страну завтра? И это еще не все. Немецкая промышленность докатилась до того, что сегодня сильно зависит от Китая. Например, от редкоземельных металлов и компонентов для электромобилей, турбины, электроники. Фридрих Мерц уже заявил о риске новой зависимости. Урсула фон дер Ляйен продвигает в ЕС планы по собственной цепочке поставок. Что же произойдет с себестоимостью немецкой продукции, контрактами и рабочими местами? Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, после 2024 года Польша и страны Балтии вступили в Европейский Союз. Германия стала одним из главных направлений трудовой миграции. Мы с вами видели, что только из Польши за эти годы в Германию переехали сотни тысяч человек. Они работали в строительстве, логистике, уходе за пожилыми, промышленности. На самом деле для немецкой экономики это был серьезный ресурс рабочей силы. Но сейчас, в последнее время, происходит обратный процесс. Часть этих людей возвращается к себе на родину. По данным статистики последних лет, миграционный баланс Польши уже не такой, как 10 лет назад. Все больше поляков регистрируют выезд из Германии. Похожая динамика наблюдается среди граждан Литвы, Латвии, Эстонии. Скажу сразу, что это не массовый исход, но тенденция все-таки заметна. Почему же это происходит сейчас? Во-первых, мы с вами видим, как зарплаты в Восточной Европе выросли. В Польше средняя зарплата за годы существенно увеличилась, разрыв с Германией остается, но он уже не такой драматический, как в 2000-х. При этом стоимость жизни, например, аренда, услуги и те же повседневные расходы во многих польских городах все еще ниже, чем в Берлине или Мюнхене. Приведу сразу пример. 38-летний Якуб из Вроцлава переехал в Германию в 2012 году и работал в строительной фирме в Баварии. Тогда разница в доходах была огромной, но в 2023 году он вернулся в Польшу, сейчас он работает меньше, чем в Германии, но при этом купил квартиру в ипотеку на родине, его семья рядом, а расходы ниже. По его словам, цитата, «чистый остаток после всех платежей почти сравнялся». Следующий, второй фактор – налоги и социальные взносы. В Германии нагрузка на зарплату, вы знаете, выше. Многие работники из Восточной Европы, особенно семейные, начинают считать не только брутто-доход, но и то, сколько остается после налогов, страховок и аренды. И поэтому разница уже не всегда выглядит такой привлекательной для мигрантов из Европейского Союза. И сразу еще один пример. 42-летняя Эмилия из Литвы работала медсестрой в Северном Рейне-Вестфалии. После пандемии она вернулась в Вильнюс, зарплата ниже, но жилье свое, дети учатся на родном языке, а стоимость услуг заметно меньше. Она говорит, цитата, «Раньше Германия давала ощущение финансовой безопасности, сейчас это больше стресс и высокие расходы». Мы с вами должны понимать, что за последние 15-20 лет действительно сильно изменилась и сама Восточная Европа. Польша активно инвестировала в инфраструктуру, дороги, цифровые сервисы. Города вроде Кракова или Гданска сегодня предлагают уровень жизни, который уже не воспринимается как провинциальный по сравнению с Германией. Но хочу обратить ваше внимание и на немецкий фактор. Вы знаете, что сегодня в Германии растет стоимость аренды жилья, особенно в крупных городах. Та же инфляция последних лет ударила по среднему классу. Для мигранта это означает, что экономический смысл работы в Германии уже не такой очевидный. И вот здесь напомню вам, что Германия сейчас стареет, а рынок труда испытывает нехватку кадров. Многие отрасли привыкли именно рассчитывать на работников из Польши и стран Балтии. Если часть этих людей уезжает, кадровый дефицит что усиливается. По оценкам демографов, именно работники из Восточной Европы 2000-2010-х годов помогли сгладить нехватку специалистов в строительстве, уходе за пожилыми и промышленности. Сейчас этот резерв постепенно сокращается. Таким образом, мы с вами видим разворот. Раньше считалось, что Восточная Европа – это тот постоянный источник рабочей силы для Германии, теперь часть этой миграции становится обратной. Люди возвращаются туда, где выросли зарплаты, улучшилась инфраструктура и где, скажем прямо, социальная среда для них комфортнее. Вы не подумайте, что Германия сейчас теряет всех восточноевропейских работников. Нет, но баланс все-таки меняется. Если эта тенденция сохранится в ближайшие годы, немецкой экономике придется еще больше искать новые источники рабочей силы,
но уже не внутри ЕС, а за его пределами. Следующая новость, одна из самых важных. Сейчас в Германии появилась новая проблема, которая напрямую касается промышленности. Нет, это не газ и даже не нефть. Я имею в виду металлы и редкоземельные элементы, без которых, вы знаете, просто невозможно производство от тех же электромобилей, турбин, чипов и современной высокотехнологической продукции. И на сегодня в мире ключевой игрок – это Китай. А теперь внимание на цифры. По последним данным отраслевой ассоциации, Китай контролирует до 70% мировой добычи редкоземельных металлов и более 85-90% их переработки. А я вам скажу, что переработка – это самое важное звено, потому что можно добывать сырье и в Африке или в Австралии. Но если очищение и разделение происходит в Китае, значит именно китайские компании во многом определяют, кто и по какой цене получит готовый материал. Понятно? Помните, мы с вами также уже видели похожую ситуацию и с газом. Сначала всем нам казалось, что зависимость даже удобная, поставки были стабильные, цена вообще приемлемая, почему бы не пользоваться постоянно. Но как только изменяется международная обстановка и торговые условия, правила поставок начинают пересматриваться. И вот сейчас немецкие предприятия начинают сталкиваться с проблемами. Приведу пример. 52-летний Оскар из Баден-Вюртемберга работает финансовым директором компании, которая производит компоненты для электродвигателей. Их производство зависит от постоянных поставок магнитов на основе неодима. Раньше контракты были фиксированы на несколько лет вперед, но в прошлом году поставщик уведомил о пересмотре цены почти на 30% и сократил объемы, сославшись на новые экспортные правила Китая. В итоге компания была вынуждена либо повышать цену своей продукции, либо работать с минимальной маржой. А теперь я хотел бы посмотреть более шире. Германия сегодня делает ставку на электромобили. Все вы об этом знаете. Но вы также знаете, что аккумуляторы требуют литий, кобальт и графит. Китай контролирует, как я сказал, около 60-70% мирового производства аккумуляторных ячеек и значительную часть переработки лития. То есть, даже если автомобиль собирается, например, в Баварии или той же Нижней Саксонии, ключевые элементы цепочек проходят через китайские заводы. И вот здесь возникает стратегический вопрос. Если Китай сейчас вводит экспортные ограничения или усиливает контроль над поставками, европейские производители что? Оказываются в более уязвимом положении. Они не могут быстро заменить поставщика, потому что альтернативно перерабатывающие мощности в Европе просто отсутствуют или находятся в стадии проекта. Мы постоянно слышим, как канцлер Фридрих Мерц в своих последних заявлениях говорит о необходимости снижения стратегической зависимости и усиления собственной промышленной базы. Он заявил, что Германия не может повторить прежних ошибок, когда критические ресурсы контролировались в руках одного партнера. В Брюсселе тоже не молчат, и эту линию поддержала Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссия создала новый закон о критически важных сырьевых материалах, который предполагает развитие добычи и переработки именно внутри Европейского Союза. Но мы-то с вами понимаем, что построить перерабатывающий завод – это годы согласования, экологические разнообразные проверки, миллиарды инвестиций. А теперь представьте себе обычное предприятие. 48-летний инженер Дитер из Северного Рейна-Вестфалии работает на заводе по производству промышленного оборудования. Их системы используют китайский силовой модуль и редкоземельные компоненты. За последние 2 года себестоимость выросла настолько, что часть заказов просто ушла к азиатским конкурентам. И это реальная потеря рабочих мест. Я хочу вам сказать, возможно, даже кто-то из вас это помнит, что исторически Германия уже проходила через подобные зависимости. Например, в 1970-х годах ставка на дешевое сырье дала быстрый рост Германии. После 2022 года страна столкнулась с необходимостью срочно менять энергетические цепочки. Сейчас речь идет о новом этапе зависимости от технологических и сырьевых поставок из стран Азии. И это еще не все. Внимание, проблема не только в самих металлах, о которых я вам только что рассказал. Китай сегодня усиливает позиции и в производстве солнечных панелей, аккумуляторов, электроники и промышленных компонентов. То есть Европа рискует зависеть не только от сырья, но и от готовых технологий. Вот я о чем. Поэтому сейчас мы с вами видим, что Германия оказывается между двумя стратегическими задачами. С одной стороны, сохранить конкурентоспособность своей промышленности и доступ к ресурсам, а с другой – это не попасть в новую долгосрочную зависимость, которая может создавать дополнительные риски для экономики. На этом пока все. Спасибо за просмотр.